Всем привет, дорогие наблюдатели. Рубрика «Снято в небе». Что снимают люди в небе? Что привлекает их внимание? Прожекторы, сферы, аномалии, разговоры. Сегодня продолжим говорить о многих событиях, конечно, с переносом в следующие серии. Кажется, сегодня будет очень много всего интересного. В прошлом выпуске я показал вам 1000 НЛО, которые были сняты со SpaceX. Я разделил видео на две части, где упомянул камера 1 и камера 2. Сделано это было для детализации понимания. Сейчас я коротко покажу, как все было на самом деле. Сейчас вы видите одно целое видео. Долго не задерживаемся, идем дальше. Помните сферу Буга, которую сейчас сканирует? За короткое время появились летающие шары, которые не пропустил Хайме Мауссон, и я также не пропустил. Видно, нужно больше привлечь внимание к сфере, поэтому появляются новые свидетели. Крайний случай, который был зафиксирован, это 10 июня 2025 год. Второе заявление было 7 мая 2025 года. Заявление, которое было снято 7 мая, оно лежало у меня на рабочем столе долгое время. Вот. И сегодня, когда в момент монтажа видео я увидел вторую сферу, я решил все это скомбинировать и, так сказать, сделать это видео. Получается, у нас две интересные истории. И все эти истории, как и сфера Буга, зафиксированы в Колумбии, практически в одном и том же месте. Итак, давайте начнем. Первый случай. Две записи были сделаны в 10 утра 7 мая фермером, известным как Дон Марио. В то утро он работал на тракторе вместе со своими коллегами, когда заметил сферу недалеко от своего места. Он остановил свой трактор и стал снимать таинственный объект. Второе видео. Потеряв из виду первую сферу, Дон Марио заметил в этом же районе вторую и немедленно стал ее записывать. Данная сфера имеет пояс с отверстиями, очень похож на сферу, упавшую с другой стороны города Буга. Следующий случай 10 июня, вот-вот, совсем недавно. Хайме Мауссон показывает на своем телевизоре видео, но есть много «но». Старик Мауссон, видимо, настолько преисполнился, что решил добавить на весь экран дофигище водяных знаков. Я даже сидел и пересчитывал, а сколько здесь водяных знаков на видео. Я вот думаю, может еще свои сверху добавить, будет вообще песня. Как изучить данное изображение в пикселях, вообще не без понятия, но это ладно. Придется это видео комментировать из-за его водяных знаков. Но это не просто так. Вы можете увидеть некоторые моменты в этой сфере, которые я уже указывал в Телеграме. На самом деле, мне даже нравится эта запись. Люди всегда говорили, почему нету с близкого расстояния видео. Я думаю, что теперь вы получили это, но я на 100% уверен, что вам этого мало. Я думаю, мы еще вытащим подобное видео, чтобы детально изучить, чтобы понять, а не играет ли с нами команда Хайме Мауссона, потому что эти ребята любят баловаться. Все, идем дальше. Помните видео, там пилот заснял в небе много объектов. Ну как много, там 2 или 3 было. Я тогда сделал видео совсем отдельно, оставив один случай. Тогда пилоты сняли шары в небе, которые летали недалеко от самолета. Появился новый случай, где пилот, тот же пилот, стал задавать слишком много вопросов после второго случая. Хорошо, что пилот заснял на камеру. Boeing 747-400.
Взлет в 19:30 по местному времени с прекрасной полной луной. Через 2 часа после взлета он увидел странные объекты, которые не просто зависли или не просто летели, они танцевали. И на этот раз им удалось сделать это с большим количеством огней. То есть они сидели там и считали огни, как я считал водяные знаки Хайма Маусона. То есть объектов было намного больше, чем в прошлый раз. А прошлый раз у нас был 9 месяцев назад. В самолете были 2 капитана и 1 второй пилот. То есть 3 из них сидели и смотрели в небо. 2 из них до сих пор не могут понять, кто они, что это было. Они продолжали задаваться вопросом, что это. Также они связывались с диспетчерами. Диспетчер также ничего не знает. Конечно, мы говорили с диспетчерами. А им откуда знать, что там такое? На радарах их нету, это не спутники, и это не дроны, это что-то другое, говорит капитан. В каком-то эпизоде он, смотря в окно, упоминает богов, ангелов, потому что он видит объекты, они танцуют, как ангелы. Но мы не будем цитировать его мысли. Видишь? 1, 2, 3, 4, снова идет. Ребята, НЛО? Да, летящий НЛО. Огни переливаются. Капитан говорит: я хочу взять на себя ответственность и подлететь поближе. Другой пилот ему говорит, что он не готов к этому. Лучше не надо. Это 113.65. Мы видим огни. Их 14. Повторяю, это огни. Огни НЛО на границе Красного моря. Повторите, в этом месте НЛО? Да, их очень много. Капитан, добавьте скорости. В общем, друзья, примерно вот так все было. Не все пилоты сообщают о том, что они видят в небе, но случаев все больше и больше. А я напоминаю, что летать на самолетах сейчас небезопасно. Главный момент, который я заметил, так это, как они говорят, что объекты с ними играют. Они танцуют. Был случай недавно, мне написал человек, который находится в Польше. Он увидел в небе что-то по типу прожекторного света, который с ним играл. Глянь, как мигает красиво. Это не фонарик. Они гуляют. Да, гуляют и играются. Глянь, чук-чук, чук-чук. Климчук, готовься. Смонтируешь себя. И практически все люди, которые мне пишут, они все заявляют, что свет не просто светит, он не просто летит, а он, когда видит или понимает, что кто-то смотрит, он привлекает внимание к себе. Вот. Так что имейте в виду. Но конкретно по поводу Польши мы поговорим уже в следующем выпуске, потому что там у меня есть еще что дополнительно показать. 2 рисунка на полях, которые были недавно опубликованы в моем телеграм-канале. Есть очевидец, который заметил странные огни на горизонте, где-то примерно в этих полях. Ну как примерно? 3-4 часа от изображений. Да, вы все правильно понимаете. Огни были замечены в ночь первого нанесения изображения за июнь месяц. 2, затем 3 очень ярких сферических огня, замеченных на горизонте моим сыном около 11 вечера, Южный Сомерсет, Великобритания. Я посмотрел на них в бинокль, и они определенно были в небе. Они были где-то 5-10 минут. Автор видео говорит, что еще никогда не видел ничего подобного. Любые световые эффекты, которые я встречал в своей жизни, не могут даже рядом стоять с тем, что я встретил. Такое вот заявление. В следующей серии будет много ваших видео и других интересных событий. Поэтому, если вы еще с нами, нажимайте колокольчик и до скорых встреч. Ах, да, куда отправить видео? Отправляйте либо в Telegram, пока его не удалил, либо отправляйте мне на почту. Все, пока.